Всех приветствую. Для начала тех, кто смотрит это в записи. И еще немножечко, пару минут подождем для того, чтобы присоединились те, кто у нас будет смотреть это непременно в прямом эфире онлайн. Всех рада приветствовать. Сейчас еще пару минут подождем. Всем доброго времени суток. Сегодняшний эфир у нас посвящен непосредственно Дню Самайна. Я поздравляю вас всех с этим чудесным праздником, хоть он и окутан некой тайной, тьмой, страхами. На самом деле это день, который несет нам всем большие возможности и энергии исцеления. Очень значимо, что на самом деле в этом году Самайн проходит вместе с новолунием, что усиливает на самом деле силу предстоящей ночи. Именно поэтому было решено, собственно, провести этот эфир, чтобы у вас были инструменты и понимание вообще этих энергий, которые сейчас присутствуют на Земле, как их максимально благостно использовать для себя. И сегодня я дам максимально простые техники, практики, а также ту информацию, которая является основополагающей для того, чтобы, в принципе, работать с магическими инструментами. Потому что саму энергию ритуальной магии многие воспринимают несколько, наверное, плоско. В первую очередь, что такое ритуальная магия? Нужно понимать, для чего мы ее используем. Ритуальная магия — это природная магия. Это магия, основанная на энергиях стихий, на ритмах Земли, на наших собственных внутренних ритмах и на использовании тех инструментов проявления этих стихий и энергий, которые есть в данном пространстве и поле Земли. И, соответственно, так как у нас сегодня конкретно ночь перед новолунием, это самая темная ночь, но в то же время и самая сильная для очищения. И следующие несколько дней будут энергии новолуния в Скорпионе, очень трансформационные энергии, которые я также объясню, как максимально использовать для себя. То есть какие ритуалы будут актуальны конкретно сегодня ночью, и какие ритуалы конкретно будут актуальны в ближайшие несколько дней. Основное, с чего бы хотелось начать, это энергии стихий и понимание, для чего каждая стихия существует. Все мы выстроены на основных 13 стихиях источника. Это стихии, которые учитывают и наши физические, ощутимые стихии, которые есть здесь на Земле, основные 4 стихии — земля, воздух, огонь, вода. Это, конечно же, стихия эфира. Собственно, мы сами по себе являемся этой стихией, наша душа и есть проявление эфира здесь на Земле. Также это энергии других стихий, которые проявляются к нам через различные планеты, через само время, материю и пространство. Но именно ритуальная магия направлена на то, чтобы использовать основные 4, то есть физические стихии, которые здесь на Земле имеют наибольшее влияние на нашу физическую реальность. Мы все храним в себе, внутри, в нашей структуре эти стихии, каждый из нас. У нас, у каждого есть стихия воды, которая отвечает за наше прошлое, за всю память нашей души, так как структура самой воды, она имеет структуру кристаллической решетки, на которой просто нанизана эта информация. Соответственно, работая со стихией воды, подключая сюда разные элементы, которые сейчас на самом деле как раз-таки в энергиях данного полнолуния, в энергиях пространства очищения Земли, которое сейчас происходит, очень актуальны, мы можем исцелять, очищать свое прошлое и также брать максимальный потенциал из этого прошлого, из прошлого души, причем не ограничиваясь этим воплощением, не ограничиваясь даже нашими прошлыми земными воплощениями, а беря весь опыт, который хранится в хрониках нашей души, во всем сущем и пропитано этим.
Далее стихия воздуха, которую мы также используем в ритуалах, обрядах. Это стихия, которая отвечает за наше будущее, за построение этого будущего, за наши планы, идеи, мечты, вдохновения, за те временные линии, которые выстраиваются. Есть стихия огня, которая отвечает в нашей структуре и в нашей жизни за настоящий момент, а также за людей, которые входят в наше поле и пространство. И, конечно же, это стихия Земли, которая отвечает за саму материю, за финансовую составляющую, за какой-то материальный опыт, за саму структуру, то есть само ядро нашей жизни, нашего бытия и тех аспектов, которые мы хотим, допустим, изучить, разобрать, привнести в свою жизнь, улучшить, видоизменить, и начинать это всегда нужно именно с этого самого ядра. Энергия Луны направлена таким образом сейчас, что мы сегодня продолжаем очищаться, мы продолжаем отдавать, мы продолжаем погружаться в самую темную сторону себя для того, чтобы просветить и увидеть, что там нечего бояться, что там нечего отвергать, чтобы принять все свои выборы, принять все свои решения, понять, что весь опыт, который вы совершили, он не является ошибочным, он привел вас к точке здесь, сейчас, где вы являетесь тем, кем вы стали, и ведет вас именно туда, куда вам нужно идти и по какому пути следует ваша душа. Последующие дни, начиная с 1 числа, с 1 ноября, 1-11 с 3 часов 37 минут, если не ошибаюсь, по Киеву, у нас наступает энергия первых лунных суток. Соответственно, Луна начинает нарастать. Все энергии до этого момента на очищение, после, на то, чтобы заложить свои семена, чтобы на протяжении предстоящего периода, предстоящего не только лунного месяца, но и предстоящего периода до зимнего солнцестояния у нас происходило расширение, раскрытие и, конечно же, исполнение тех наших сокровенных желаний, планов, которые существуют в нас. То есть мы сначала трансформируемся, очищаемся внутри, и далее нам начинают раскрываться возможности и пути для реализации наших желаний. Все достаточно просто. Что самое основное важно сделать перед тем, как вступить в новый цикл? Это, конечно же, завершить старый цикл. И старые циклы мы завершаем по разным сферам жизни. Я благодарю всех за участие, за то, что очень много людей написали про те темы, которые их конкретно беспокоит, и я на них буду сегодня делать упор. Даже некоторые ситуации, которые люди свои озвучили, я разберу. Также у вас будет возможность написать какие-то свои ситуации или какие-то вопросы. Я с удовольствием буду в процессе отвечать. Но подготовка ко всем, в принципе, обрядам и ритуалам состоит не только в том, чтобы подготовить пространство, энергии и так далее, а в том, чтобы составить свое намерение. То есть погрузиться внутрь себя и понять, а чего же я хочу на самом деле. Для того, чтобы понять, что я хочу, свои собственные желания, необходимо иметь определенную чистоту своего сознания. Потому что у многих есть огромная пропасть между тем, что я действительно чувствую, а что важно, например, для других, для моих близких, или что, например, на самом деле не мои истинные желания, или чем я жертвую, опять же, ради других и так далее. Намерение заключается в том, чтобы услышать свою истинную суть. И очищение сознания можно пропускать через разные инструменты. Для кого-то хороши энергетические работы, для кого-то, опять же, это энергия стихий. Например, в кельтской традиции именно энергии огня очищали пространство, сознание, очищали
в принципе, свои собственные истории, родовые истории и все тому подобное. Поэтому вы, каждый из вас, может элементарно использовать эту стихию для себя сегодня, чтобы настроиться, и вечером в уединении, все ритуалы всегда делаются в уединении, потому что это ваша личная, персональная история, это ваш разговор с собой, это ваш разговор с вашим высшим Я и с вашими наставниками, которые ведут вас по этому пути. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас вечером просто сесть, элементарно зажечь свечу и смотреть, долго всматриваться в это пламя. Именно такой способ медитации останавливает поток ума, останавливает поток нашего бесконечного вот этих вот мысли-дробилки нашей обезьянки в голове, которая порой действительно не может остановиться. Такой способ обучения медитации используют в ашрамах. Я могу сказать по своему опыту, что когда я проживала в Индии в различных ашрамах, то мне также эту технику рассказывали, показывали, и потом я много на своем пути встречала, кто именно так же практикует. Это просто способ остановки своих мыслей. Чтобы остановить свои мысли, чтобы остановить наш ум, требуется какое-то физическое действие. И это физическое действие может быть использование инструментов, это элементарно гвозди, это элементарно какой-то голос, который вас где-то ведет за вас, то есть выполняет функцию вашего мозга отчасти. Это функция свечей, это функция рун. И сегодня я с вами хочу поделиться очень простой техникой, которая также для многих может помочь именно остановить свой ум и настроиться на истинный свет своей души. Вы можете использовать различные техники, но энергия рун, она очень быстрая. Для того, чтобы использовать руническую магию, не обязательно быть мастером, так как изначально руническая энергия — это космическая энергия. Многие боятся их, многие не знают, что это такое, связывают с энергией божеств, подношениями, жертвоприношениями, но на самом деле это просто лучи. Просто энергетические лучи, каждый из которых имеет свое значение и которые мы можем выстраивать, исходя из своей структуры. И первое, что нужно для того, чтобы очистить свои дантяни. Дантяни — это наши энергетические центры по методике пути Дао. Если мы в классической энергетике, космоэнергетике чаще всего слышим про 7 центров чакральных, то есть также в восточной культуре такое понятие, как дантяни. Дантяни — это те же самые чакральные центры, которые распределены, собственно, по потокам. То есть это наши верхние центры от горла до макушки, это верхний дантянь, это наш средний дантянь на уровне сердца и нижний дантянь на уровне 3 нижних центров. И, соответственно, просто расслабившись, вы можете сейчас каждый из вас это проделать. Эфир останется в записи, вы, возможно, захотите это сделать вечером в более спокойной обстановке. Но, тем не менее, для тех, кто готов, может начать прямо сейчас. Я попрошу сейчас вас настроиться на энергию своего нижнего дантяни. 3 нижние чакры. Пространство от солнечного сплетения и ниже. Нижняя часть тела. Это ваша связь с землей. Поставьте ноги на пол и почувствуйте это соединение и заземление. Увидьте, если у вас это получится, данное пространство как некое энергетическое существо, некий энергетический фантом, который отражает все ваши программы, состояния на уровне нижних центров. Какие сферы жизни здесь задействованы? Это сфера нашей реализации, социализации, сфера финансов, это сфера наших взаимоотношений с миром и с людьми. Также это наша сексуальность, наша творческая энергия, наше взаимодействие с партнерами. Это также наша родовая система.
И, соответственно, все программы, которые мы черпаем отсюда, и непосредственно наша связь с Землей. Сюда относятся взаимоотношения с родными, близкими, детьми и так далее. То есть все наши уровни проявления в материальном физическом пространстве. И для того, чтобы закрепить это пространство, которое мы будем впоследствии чистить, на листе бумаги вы можете прорисовать руну Дагас. Рисуется она следующим образом. У каждой руны есть определенный порядок прорисовки. И, соответственно, мы ее рисуем. Начинаем с креста и, соответственно, закрываем этот крест. Что означает крест? Крест – это пересечение энергий. Энергии меня, моей личности, моего физического тела и энергии души на уровне 3 нижних центров. И, соответственно, мы эту энергию заключаем в такие некие кавычки для того, чтобы мочь ее потом видоизменять и потом обратно встроить в структуру. Далее мы также настраиваемся на энергию нашего сердечного центра. Вы можете посмотреть на ваш сердечный центр, центр любви, принятия любви от мира, любви к самой себе, самому себе. Умение, безусловно, служить этому миру, проявляться, давать, испытывать милосердие и сострадание. И для того, чтобы этот центр здесь также обозначить, над первым дантянем мы рисуем второй. И таким же образом мы настраиваемся на наш верхний дантянь, который находится, начиная от уровня горла и заканчивая макушкой головы. Это наш духовный дантянь, духовный центр. Это то, что я проявляю через горло в этот мир, какую вибрацию я излучаю. Это то, что я вижу, то, что я чувствую, то, что я знаю. И, конечно же, соединение со своей высшей сутью, со своей истинной сутью. И проявление этого творческого божественного потока здесь, на земном пространстве. Вы можете посмотреть все очаги, возможно, воспалений или блокировок. Если у вас не так развито видение, возможно, у вас больше развито чувствование, вы можете настраиваться именно на физические ощущения, прося свою структуру проявить через, возможно, какие-то боли или давление, те или иные блоки. Возможно, вы сможете это увидеть или ощутить. Возможно, у вас начнут идти какие-то ассоциации и так далее. Самое важное намерение, которое мы выстраиваем в этом поле — остановка мыслей. Только энергия истины проявлена в данном пространстве. Ничего, кроме истины. И с этим намерением мы выстраиваем энергию третьего дантяня. Мне, конечно, криво-косо вышло. Я думаю, что у вас более удобно будет, когда вы будете с собой работать, так как буквально на коленке, можно сказать, делаю, но тем не менее суть схемы, я думаю, ясна. Далее, для того, чтобы нам поле это трансформации запечатлеть, закрыть и вообще дать команду, то есть руны, они используются для того, чтобы давать команды, там, начать трансформировать, начать действовать, начать видоизменять и так далее. Здесь мы используем руну Урус, которая дает нам энергию и силу на это видоизменение. И эту руну мы прорисовываем над получившимися дантянями. То есть вы можете прямо в этот момент ощутить, как вокруг вас начала образовываться такая некая капсула трансформации. Но эта капсула, она не ограничивает вас, она не закрывает вас. Она похожа на стихию космического огня. Это огонь марсианской энергии, которая призвана не просто разрушать бездумно, а именно менять там, где это необходимо, и давать силу и волю взамен того, что мы отдаем лишнее из себя.
И вот эту чистку дантяней мы можем производить двумя способами. Мы можем делать чистку снизу вверх, направляя вот этот трансформационный поток марсианского огня снизу вверх, либо же сверху вниз. В чем принципиальная разница? Если у вас есть задача очистить именно поток мыслей, лишних мыслей, чужеродных, которые действительно вас путают и отделяют от истинного себя, то мы прорисовываем руны Тейвас, да, тут их будет 2. Руны Тейвас — это энергия движения, она так и рисуется в виде стрелы. То есть мы начинаем впускать этот поток трансформации сверху вниз и прям чувствуем, как он начинает проходить. И далее закрепляем этот процесс 2 рунами Тейвас, 1 и 2. Да, вот здесь 1 и 2. Если вам необходимо очиститься от физических заболеваний, и вы знаете, что причиной этих физических заболеваний является ваши деструктивные мыслеформы, то есть, по сути, психосоматика, то мы эти руны, да, сначала мы настраиваемся и впускаем поток снизу вверх, чувствуем, как этот огонь начал проникать и трансформировать, выжигать все чужеродное, и после этого закрепляем теми же самыми рунами Эйвас, но только уже в другую сторону. То есть вместо Тейвас вниз мы здесь же рисуем Тейвас вверх, то есть направление снизу вверх. Это очень простая практика, очень действенная практика, которая подготовит вас, вашу структуру ко всем последующим изменениям, так как работа с намерениями, она требует именно действительно уже структуры подготовленной для того, чтобы четко осознавать, понимать это намерение и также понимать и осознавать, в чем причина того, почему это намерение до сих пор не свершилось или почему этот опыт в принципе со мной произошел. Когда мы составляем намерение, нам очень важно понять, насколько оно нам нужно, во-первых, что будет, если оно произойдет, что я с этим буду делать, как я это буду принимать, смогу ли я физически это принимать. Это как минимум то, что нужно для себя осознать и понять. А как максимум понять, а почему этот опыт в принципе у меня есть. Например, мы берем простую тематику, которую очень многие озвучили, это родовые темы. Да, то есть родовые чистки, родовые истории, которые сейчас на самом деле действительно очень актуально чистить, но для того, чтобы что именно чистить, мы должны понимать более четко, какие программы на нас воздействуют. Ведь родовой эгрегор, родовая структура — это очень хитрая структура. Она нам может давать как очень сильный максимальный потенциал, так и может действительно вмешиваться в нашу судьбу и негативно на нас сказываться, ограничивая нас в том, чтобы следовать по пути своего, собственно, высшего предназначения. Но это не значит, что вы пришли в родовую структуру и весь такой белый и пушистый, и меня вот здесь черти держат, я не могу выбраться из этой клетки. Конечно, такого не бывает. И так или иначе всегда есть причина и следствие тех или иных историй в вашей судьбе, в вашей жизни. В этом мире нет несправедливости, есть причина и следствие тех или иных выборов, которые вы совершаете. Как вы изначально выбираете родовую структуру, когда приходите на Землю? У вас в душе есть определенный груз. Есть определенная карма, есть определенные свои собственные уроки для прохождения, что я хочу уяснить и через какой опыт я хочу это уяснить. Рождение в родовой структуре – самый простой способ включить программы, которые душа выбрала для проработки. Соответственно, если у вас основной урок души на это воплощение – это обретение ценности себя, то, скорее всего, родовую программу и родовую структуру в виде эгрегора и родителей вы выберете соответствующие, которые будут давать вам в детстве
ощущение отсутствия любви, обесценивания, непризнания ваших даров, талантов и так далее. И когда мы чистим родовые структуры, когда мы, вот у меня там прабабка была черной ведьмой, из-за этого мы все страдаем, когда мы произносим такого рода намерения, то мы начинаем процессы очищения, безусловно, но эти процессы идут не так, как мы этого ожидаем. Поэтому мы думаем, что магия не так сработала, и может она еще и навредила, а почему мы так все себя плохо чувствуем и так далее. Поэтому здесь очень важно понимать, какие именно программы являются родовыми, и почему вы также в этот род пришли и исцеляете эти программы. Что такое исцеление рода? Это не значит, что вы должны все за всех исцелить, всех там отпеть, за всех молитвы прочитать, за всех прощения попросить. Исцеление рода — это аспект того, что вы должны сделать другой выбор. Исцеление какой-то программы, исцеление того или иного мышления состоит в том, что я больше так не выбираю. Я не выбираю, как выбирали мои родители, допустим. Они с детства мне вталкивали определенные шаблоны поведения, восприятия этого мира и так далее. Но я, будучи взрослым человеком, выбираю иначе и тем самым и исцеляю свою родовую структуру на самом деле. Моя, там, не знаю, мама, бабушка, прабабушка обесценивали себя или не шли в свое предназначение, и поэтому я не должна их менять. Это их личные истории, в том числе, как и мои личные истории. Но родовую структуру я видоизменяю тем, что не выбираю, я больше не несу эти программы, я делаю иначе, я вношу новые позитивные программы, тем самым вымещая старые. И если мы говорим о родовых чистках, такие чистки есть, их огромное количество, то здесь нужно подходить точечно. Вот вы знаете, что у вас есть такой родовой паттерн. Какая-то чернуха, какая-то болезнь, какие-то циклы, родовые бесы, неупокоенные бесплотные души в роду, которые действительно вот вышли плохо из воплощения в мученических историях, либо не своим путем, и висят в этом эгрегориальном пространстве, тем самым выкачивая жизненную энергию у живущих. И как понять, что родовая структура требует именно магического вмешательства и очищения ритуалами? Это, конечно же, ваша физическая реальность и схожести определенных черт между вами и вашими родственниками. То есть, если у вас в роду все болеют определенными типами болезней или есть определенные истории про то, что ни у кого не получается реализоваться, то есть прослеживается общая программа: отсутствие успеха, отсутствие любви к себе, отсутствие, не знаю, какой-то партнерства, да, вот очень частая история, то, соответственно, вы можете проследить: ага, у нас есть общая эта история, и сейчас, очистив это не только для себя, а для всего рода, мы усилим всеми душами это пространство исцеления и, соответственно, получим максимальный результат. А если это делать еще и в день, когда у нас эти чистки работают максимально хорошо, именно родовые, то 100% нам нужно будет действительно меньше энергии потратить на то, чтобы очистить максимально много. Почему мы выбираем сильные дни для ритуалов? Почему мы выбираем полнолуние, там, новолуние, самайны и так далее? Потому что именно в эти дни присутствует максимальное количество энергии, и именно ее мы можем направить. А в дни, когда мы должны там почитать предков, присутствует не только наша личная энергия, а энергия всего рода. Таким образом мы просто имеем еще больше потенциала. Люди, которые не знают об этих процессах или не слышат себя, не следуют этому, но у которых пришла внутренняя готовность к этому очищению и вообще необходимость, или люди, которые, например, выражают намерение: хочу $1 миллион, их начинает колбасить, их начинает качать, особенно в эти сильные дни, для того, чтобы пододвинуть вас к этому, что вот сейчас, вот сделай это сейчас. Но так как люди не связывают тот факт, что
я хочу $1 000 000, но чтобы это принять, мне нужно там куча всего того сделать. И для этого нужно произвести ту или иную работу. То, конечно, с уровня внутренних ощущений вас начинают подталкивать, что нужно что-то менять, нужно что-то делать, у вас начинают накатывать эмоции, но вы не обращаете на это внимания, либо заглушаете, просто проживаете эти тяжелые периоды, да, вот как там коридоры затмений, какие страшные все периоды. На самом деле это просто возможности для нас в очищении, в преобразовании, в трансформации, которые нам даются. Это то, о чем мы на самом деле просили. Заявляя любое намерение в пространство, вы априори соглашаетесь на трансформацию, которая необходима для реализации этого пространства. Одно идет вместе с другим. Но пропуская такие важные дни, не слушая себя и просто условно гармонизируя, переживая эти периоды, идя дальше, вы очень разочаровываете, что ну как же я так прошу, ничего не происходит, ничего не реализуется, мои желания не реализуются. И все идет от одного к другому, и если чуть шире на это все посмотреть, то сразу станет все понятно. Для любых чисток, будь то чистка жилья, чистка родовых связей, чистка конкретных, не знаю, контрактов, запросов, чистка, например, каких-то привязок с какими-то людьми из прошлого, с которыми вам сейчас необходимо развязать эти отношения, очень хорошо и эффективно в самых простых обыденных ритуалах использовать свечи. Ну, соответственно, свечи у нас имеют разный цвет воска. Черные свечи принято использовать на очищение, белые принято использовать на наполнение белым потоком, чистым, светлым, божественным потоком, для того, чтобы обязательно после чистки восполнить энергию, потому что мы очищаемся, и, соответственно, у нас образуются внутри в структуре пустоты. Пустоты никогда пустотами долго не остаются, и чтобы туда не зашло что-то, что нам не нужно, мы наполняем тем, что нужно сразу же. Соответственно, чистка рода, чистка связей делается черными свечами. Вы можете взять абсолютно любые черные свечи, да, использовать там маленькие, большие, любого размера, любого формата. И перед тем, как приступать непосредственно к самому ритуалу, каждую свечу в руках заряжать. Да, то есть вот эта свеча — это обозначение меня, ну давайте в родовой структуре, да, то есть и вот мы начали себя закладывать прям в эту свечу. Прям представляем, как наша энергия наполняет данную свечу. Точно так же мы делаем, например, свечу. Эта свеча — это вот этот человек, с которым я хочу разорвать все связи и, собственно, допустим, вернуть реверс энергии, сделать свой, да, который я заложил в эти связи. Соответственно, берем вторую свечу и также ее заряжаем. Если мы говорим о родовых свечах, о родовых практиках, то мы на каждую свечу закладываем не конкретного человека, маму или папу. Если у вас отношения с мамой и папой нужно почистить, то, конечно, да. Если вам необходимо конкретно почистить род как родовую систему, то мы каждую свечу вкладываем в каждую свечу колено. То есть одну свечу на первое колено мамы, одну свечу на первое колено папы. И так желательно зарядить до 12 коленев. За один раз я никому не рекомендую это делать, потому что родовые чистки, очень серьезные чистки, они дают последствия, как правило, на физику, может начать по здоровью бить, если мы перетрудимся. Причем не только вам, но еще и всем представителям рода. Поэтому делаем аккуратно, желательно за раз 1, 2, 3 максимум колена, не более. Если у вас нету черной свечи, это очень на самом деле... Ну, то есть цвет свечей на самом деле важен. Когда изготавливают свечи, когда используется определенный воск, определенные красители, точнее изготовители, да, вообще в принципе, почему свечи разного цвета используются? Причем здесь цвет? Цвет — это определенная частота вибраций, которая воспринимается нами. Это определенное отражение света. Соответственно, эта вибрация соответствует той частоте вибрацию, которую мы очищаем огнем, да, то намерение, на которое мы настраиваем. А если у вас
черной баночке 3 фитилька. Такую свечу можно использовать, если вы сожжете ее полностью за один ритуал, то есть если у вас есть какая-то огромная свеча, допустим, черного цвета, и другой никакой больше нету. За один ритуал нужно обязательно все свечи, чтобы сгорали полностью, вообще без остатка, от и до. Если вы готовы провести такой долгий ритуал и оставить эту свечу полностью гореть, и вы можете поставить одну свечу на одного человека, то есть на себя, допустим, то можете это, конечно, использовать, но учтите, что конкретно одна свеча полностью в каждый ритуал должна всегда догорать, да, то есть всегда. Хорошо. Угу. По поводу еще хотела добавить нюанс по поводу очищения привязок, контрактов, по поводу того, когда мы чистим себя и какого-то другого человека, с которым мы соединены, но с которым больше не хотим быть соединены. Мы, соответственно, также берем свеча я, свеча человек. И для того, чтобы эффективно разорвать все привязки, контракты, а также все, соответственно, соединяющие нас каналы, я рекомендую также использовать веревку. То есть мы берем любую веревку, можете взять бечевку, можете взять нитку, это не имеет особого значения, и, соответственно, перевязываем ее, завязываем в узел. Это символизирует нашу связь с этим человеком, наш контракт души. Очень важно, чтобы этот контракт души действительно был понят и прожит, потому что так или иначе любая связь с людьми образуется не просто так, особенно кармическая связь. Если вы уже решили, что вы готовы выйти из этой связи, это ваша свободная воля. Вы можете разорвать любые контракты, которые когда-либо заключали. Но многие, например, разрывают это болезненно или разрывают это, например, не сразу, делают в несколько этапов, и у кого-то не получается до конца. Почему может получиться не до конца? Потому что любой контракт, любая ваша взаимосвязь с кем-либо негативного характера — это урок души, который нужно усвоить, пройти и озвучить, что я не буду этот урок проживать с этим человеком, я его хочу завершить, я усвоил, понял, я это больше не выбираю. Если вы не понимаете, что за урок там лежал, и просто испытываете условно там ненависть и желание просто от этого выйти, то, как правило, такой процесс может быть не всегда приятный, поэтому я рекомендую сначала проанализировать эти отношения, проанализировать, почему вы вообще в них вошли, почему вы на них согласились, что они вам принесли, поблагодарить, и после этого уже как в завершении работы с собой сделать этот ритуал. Если вы просто делаете ритуалы без осознаний, без пониманий, то, как правило, они либо могут не работать, либо работать очень искаженно и неприятно. Поэтому всегда сначала анализируем, а потом уже приступаем к физическому действию. Так во всем, любая энергетическая работа, вообще сама энергия творения, она зарождается на уровне энергии, и только потом она уже проявляется в материи. Соответственно, с ритуалами то же самое. Почему мы используем физические ритуалы, а не только энергетическую работу? Таким образом, мы усиливаем проявление результата в нашем физическом пространстве. То есть проводим работу и здесь, и здесь. Поэтому это очень важно сочетать, и очень важно относиться ко всему максимально осознанно. Поэтому у многих на самом деле негативные восприятия и магии, в принципе, существуют, потому что относятся к этому иначе и делают вот эти элементарные ошибки, которые, наверное, у каждого в опыте души случались, но тем не менее, если знать эти нюансы, можно совершенно успешно и легко их использовать в своей реальности. Также мы можем здесь подключать ко всем ритуалам энергию трав, энергию масел, энергию кристаллов. Если мы говорим об очищающих ритуалах, то, соответственно, мы подбираем, например, масла, которые способствуют очищению, там, розмарин, допустим,
Добавляем еще какие-то травы соответствующие, которые очищают. И, например, намазываем свечи или посыпаем вокруг. Свечи также можно ставить в соль, да, то есть мы берем блюдце, насыпаем туда соль и ставим свечу прямо в эту соль. Соответственно, что это дает? В процессе очищения, в процессе ритуала очищения вся негативная энергия уходит сразу в соль, то есть она как бы впитывается. Перед тем, как мы создаем намерение и вообще начинаем делать ритуал, также рекомендуется подготавливать свое пространство ритуальное. Как я уже сказала, все ритуалы рекомендуется делать в месте тихом, где вас не слышно, не видно, где никто не будет вам мешать, где вы знаете, что вас никто не побеспокоит. И, конечно же, предварительно настраиваемся, вы можете прям выстраивать, очерчивать энергетическим кругом себя, само пространство, где вы делаете ритуал. Вы можете использовать энергии стихий, то есть подключать в поле, ставить свечу, ставить благовония, ставить там немножко земли или кристалл, как олицетворение стихии земли и так далее. То есть подключать все стихии вокруг себя. Расположение стихий вокруг вас или вокруг пространства трансформации также очень важно, так как все стихии, они располагаются определенным образом. Если вы приготовились делать ритуал, хотите подключить энергию стихий в этот ритуал, то перед вами вы ставите палочку, соответственно, арома, это стихия воздуха, сзади себя ставите стакан воды, это стихия воды, соответственно, которая является нашим прошлым. По правую сторону мы зажигаем свечу, просто свечу, она может быть большая, она не будет участвовать в ритуале, ее можно будет потом потушить, еще раз использовать. Пускай у вас будет новая ритуальная свеча, которую вы зажигаете просто для чистки поля. Да, то есть по правую сторону и по левую сторону это стихия земли. Можно прям физическую землю, например, из цветка, да, там чуть-чуть. Можно камни использовать, кристаллы, просто которые должны лежать в поле. Таким образом вы подключили все стихии на физике, не только в себе. У вас так в структуре эти стихии есть, в мире есть, везде в пространстве. Но вы еще на физике это закрепили, усилили, направили, да, то есть подготовили пространство. И очень рекомендую также проговаривать, что я сейчас открываю воронку против часовой стрелки, да, можете ее прям прорисовать, да, руками, ее прочертить визуально. И эта воронка в галактическое ядро, куда будет сливаться вся негативная энергия, которая сейчас будет выходить в данном поле, в данном пространстве. И вы можете ставить свечи на очищение сущностей. Очень многие тоже задались вопросом насчет сущности, можно ли их таким образом ритуально очищать и так далее. Конечно, это делать можно, но осторожно. Сущности, они всегда выходят нелицеприятно, как правило. Сущности подразумевают наличие определенных контрактов либо соглашений, по которым эта сущность находится в вашей структуре. Никакая энергия просто так в нас войти не может, так или иначе. Все, что с нами происходит, несет благо и определенный урок. То есть она находится здесь для чего-то. Это может обучение через тьму было когда-то у вас, эта сущность с вами гуляет. Возможно, вам было очень одиноко, когда вы разъединились с Богом, с Источником, вы почувствовали это состояние внутреннего одиночества, пустоты, боли, и к вам пришла темная структура под видом кого-то, чего-то и предложила свои услуги. Но так или иначе, это был ваш контракт и ваше согласие на то, чтобы она в вас находилась на тех или иных условиях. Она может вам давать разные состояния, она может вам давать разные конкретные аспекты в разных сферах жизни. Перед тем, как очищать конкретно сущности, будь то свечи, отливы, да, свечами, будь то катание яйцом, будь то энергетическая работа, обязательно задавайтесь вопросом, вот, во-первых, чувствуете ли вы эту сущность? Как можно почувствовать сущность? Отсутствие ресурсов, отсутствие сил,
понимание, что я не одна в теле, понимание, что я проживаю, возможно, периодически как будто не свою жизнь, либо за меня кто-то говорит и так далее. То есть многие про себя сами знают, что есть сущности. Наличие вредных привычек всех это тоже говорит очень часто о наличии различных сутей в структуре. Если вы конкретно знаете, что это за сущность, то с ней в первую очередь необходимо договориться, а именно узнать, а чему ты меня учишь-то на самом деле, а почему мы изначально, почему я позволила тебе быть в себе и проживать этот опыт в моем физическом теле. Да, то есть что здесь было, что за такая эмоция у меня была, что я это позволила и разрешила. Пускай это было неосознанно, пускай это было осознанно, пускай это было под предлогом чего-то, кого-то, это не важно. Тем не менее, сам факт наличия этого существа, оно говорит о том, что так или иначе согласие было дано, неважно какими путями. И это урок, который нужно пройти и закрыть. Для этого мы открываем вот эту воронку, да, которую я уже говорила, в галактическое ядро для переработки в первичную энергию. Также можно открывать различные порталы, проговаривая, что я открываю портал для всех неупокоенных душ, которые ко мне прилипли или к моей родовой системе, на выход. Мы открываем порталы для сущностей на их вибрационные уровни, чтобы все расходились по своим вибрационным домам. Делается это для того, чтобы нигде энергия не застревала. Иначе, если у вас эта энергия, соответственно, где-то это зависнет в пространстве, в вашем пространстве, в физическом пространстве, в помещении, в котором вы живете, или где-то в ротовых структурах, или где-то в каналах, или еще где-то, она так или иначе будет к вам возвращаться и, соответственно, тоже пытаться залезть, так сказать, к вашим, обратно постучаться, не для того, чтобы вас пугать. Очень многие, кто негармонично выводят вот эти все энергии, им, например, начинают они сниться, или есть ощущение, что они меня преследуют, или есть вот я вроде почистила же от сущности, почему они ко мне все приходят, почему они все вокруг меня, или через других людей ко мне как-то пытаются проявиться, через агрессию по отношению ко мне, еще через что-то, либо меня начинают склонять в какие-то опять там зависимости, из которых я вышел, лишь бы я по вибрациям упала и ко мне можно было достучаться. Это не потому, что вас обратно даже хотят перетянуть на ту сторону, хотя такое тоже возможно, хотя в сущности, как правило, уважают свободную волю и не всегда тоже хотят находиться в структуре человека, бывают разные ситуации. Но они пытаются пробиться в таком случае именно потому, что их не вывели, они застряли. Вот, поэтому обязательно всех провожаем. И после закрытия поля трансформации, закрытия всех ритуалов, все поля, все воронки, все абсолютно закрываем. Что делать со всеми остатками после ритуалов? То есть остатки свечей, остатки благовоний, пепла, остатки воды, земли там, так и так далее. Если вы используете кристаллы в поле, то я рекомендую после ритуалов их просто под проточной водой подержать несколько минут, чтобы они очистились. Если мы говорим о воде, о каких-то огарках свечей и так далее, то лучше всего завернуть все в салфетки, пойти на улицу и отдать это, предать это земле. Это лучший вариант из возможных. Конечно, не у всех есть такие возможности. Кто-то может просто использовать и мусорное ведро, но рекомендую сразу выносить из дома подальше все, что вы делаете, особенности на очищение. Ибо это та энергия, которую вы выгрузили, чтобы она опять же нигде не висела, максимально сразу это все выносим. Также можно, например, использовать не только свечи. Это самое простое, то, что есть у всех. Можно использовать, например, тоже бабушкин способ, проверенный, очень замечательный, хороший, катание яйца. Да, то есть обязательно берем яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры, не из холодильника. Если есть домашние яйца, вообще супер, потому что все-таки магазинские искусственные хуже намного работают. Ну и, соответственно, мы начинаем выкатывать это по телу сверху вниз. Далее разбиваем яйцо, банку с водой, лучше прозрачную, и смотрим. Как правило, там у нас остается
различная чернуха, которую тоже можно рассмотреть, и потом лучше ее сразу вылить и смыть куда-нибудь подальше. Хорошо. Далее. Давайте мы с вами посмотрим еще чистку помещения, так как сегодня еще очень актуально очищать свое пространство. Пространство дома, пространство комнаты, да, то есть где вы живете. Чистка помещений, она тоже имеет свою специфику, это необходимо периодически делать, особенно если вы заселяетесь в новое жилье, очистить от предыдущих владельцев, или вы, например, знаете, что в вашем доме кто-то жил до вас, или вы ощущаете что-то присутствие тех же каких-то сущностей, духов этого места, с которыми вы не дружите, которые вас напрягают. Если вы чувствуете дома упадок сил постоянный, а выходя из дома у вас сразу же возвращается эта жизненная энергия, то это может означать, что ваш дом тоже необходимо почистить так или иначе. Особенно для практиков, кто работает дома, кто принимает людей дома, кто проводит разные чистки, неважно, удаленно, онлайн, офлайн. Это все накладывается, так как наша структура помещения, да, дома, в котором мы живем, она имеет тоже определенную свою кристаллическую решетку пространства, и она на себя набирает так или иначе все, что здесь происходит. Это может быть также для обыденных людей, да, для обычных людей, это может быть накопление ссор, негатива, которые есть в вашем домашнем пространстве. Это не обязательно какие-то проклятия, которые вас накладывают, какие-то подклады, которые вам делают, хотя, может быть, и это таким образом сделано, да, с кем-то из ваших там знакомых и близких. Тогда, в принципе, лишний раз проверять дом на такие подклады, если вы знаете, что к вам ходят разные люди непонятные, тоже периодически не лишним будет. Но в обычной жизни обычная чистка жилья выглядит таким образом, что по сторонам света в каждой комнате по 4 сторонам мы расставляем свечи у каждой стены. В каждый из углов комнаты мы всыпем, соответственно, щепотку соли. И у дверей, у всех порогов между комнатами и, конечно же, обязательно входную дверь мы посыпаем прям дорожкой соли. И оставляем таким образом на ночь. И на следующий день мы, соответственно, это все вымываем. Также можно подключать благовония, можно жечь различные травы очищающие и окуривать пространство. И это делать рекомендуется периодически как раз перед новолунием. То есть вы можете просто взять себе такой вот ритуал, перед каждым новолунием проводить хотя бы окуривание или просто элементарно. Понятно, что там большую чистку пространства условно можно делать пореже, но хотя бы просто окуривать углы, где скапливаются негативные эмоции, или вы чувствуете, что вот дома накопилось что-то, особенно когда тяжело болели, например, там, всей семьей. Очень хорошо таким образом энергетически вытеснять эти энергии также из вашего домашнего очага. Если мы берем рунические ставы, наши любимые, то здесь мы можем использовать руны Альгис. Да, давайте с Альгиса начнем. Руна Альгис – это руна защиты. Она защищает от природных катаклизм, что сейчас очень актуально для многих. Она защищает от пожаров, от ограблений. Она защищает от того, чтобы чужие в дом приходили, и от различных несчастий, которые могут случиться, ну, вот такие вот экстренные форс-мажоры. Эта руна выглядит следующим образом. Так, сейчас я криво. Так и так. Да, то есть у вас это все, я думаю, ровнее получится. Я просто вам в камеру показываю. У меня это, конечно, куриная лапа получается, но я думаю, у вас все будет намного красивше. Это руна Альгис. Соответственно, на двери лучше рисовать сразу 3 Альгиза. На окнах обязательно тоже можно рисовать данные руны. И, например, на заборе, да, то есть если мы говорим о частном доме, частном секторе, где вы живете. Также можно использовать руну Тейвас.
Турисос, извините. Турисос — это у нас руна молота Тора. Она у вас здесь в зеркальном виде, но вы можете, в принципе, найти ее, да, по названию. Руна Турисос. Эта руна ставится по сторонам света вокруг помещения, если это частный дом, либо же она ставится по сторонам света, например, там, в комнате, где вы спите. Таким образом, эта руна отсеивает все негативное, и если к вам направлена какая-то чужеродная негативная энергия, она, соответственно, разбивается этим молотом сразу же. Это помогает от всех сглазов, негативных воздействий, которые к вам посылаются из внешней среды. Но опять же, если у вас очень много негатива вокруг, очень много кто вам посылает его, в первую очередь задумайтесь, а почему это в моем пространстве постоянно присутствует. Понятно, что есть зависть элементарная и так далее, но на самом деле не ко всем же людям это притягивается, и не у всех это проявлено так ярко, что нужно именно производить такие серьезные очищения. Задумайтесь о том, что это может быть для вас, и поставьте себе свечу на то, чтобы вообще в принципе убрать эту энергию, во-первых, в себе и, конечно же, в пространстве. Ваше пространство, оно всегда отражает то, что есть внутри вас, то, что может быть не проявлено, но так или иначе, каким-то образом оно присутствует и является частью вас, поэтому в первую очередь начинаем с себя. Конечно же, чистка самого себя, она не отменяет того, что нужно дочистить, допустим, еще и пространство вокруг, а только помогает в этом и усиливает эффект. Поэтому мы работаем со всех сторон и многомерно. То есть не однобоко бьем только в одну точку, а именно действительно берем и аспект самого себя, своих собственных программ, и аспект пространства, которое мне что-то подсвечивает, отражает, и так далее. Также очень хороший и простой ритуал есть на чистку, в принципе, любого негатива. Избавление от ситуации, от человека, от какой-то программы, которая в вас существует. Есть у вас какая-то негативная программа, которая вас пожирает изнутри, и вы не понимаете, как от нее избавиться. Программа нелюбви к себе, программа чувства одиночества, какой-то внутренней пустоты. Конечно, предварительно, как всегда, мы погружаемся в себя, спрашиваем, о чем это для нас и почему, где это было образовано. И есть очень простой ритуал, называется он «Печать Хель». Здесь мы работаем всего 2 рунами. Это руна Перт. Руна Перт означает некое чрево, петлю, пространство, в которое мы можем положить то, что нам больше не служит. Человека, программу, ситуацию, цикл, который мы хотим завершить раз и навсегда в своей жизни. И руной Исса мы закрываем это пространство, тем самым отделяя его от себя, эту программу, человека, ситуацию и так далее, убирает из своей жизни. После этого данный листочек можно свернуть, сжечь и попросить забрать эту ситуацию, почувствовать, как вы полностью выносите за пределы своей жизни данные истории. Также для очищения различных программ, которые есть, любые программы, да, опять же, связанные с любой сферой жизни, программа бедности, там, нелюбви к себе, еще какие-то программы там, защиты, недоверия и так далее, можно делать с помощью чистки реестра. У нас пространство нашей головы — это наш компьютер, на котором записано очень многое. Здесь у нас есть наши нейронные связи, которые образуются, исходя из наших опытов и причин и следствий негативных опытов, которые проецируются дальше на весь последующий опыт, связывая это и думая, что теперь каждый раз, когда я буду что-то пробовать, я буду с этим сталкиваться, это плохо и страшно. А также здесь присутствует наш ум, который придумывает различные фантазии. Здесь у нас присутствие
различных эгрегориальных воздействий, это у нас присутствие воздействия извне на наш ментал и так далее, наши собственные программы, установки. И вот этот вот компьютер периодически нужно очищать. Вы можете прям настраиваться и давать намерение. Я сейчас хочу почистить свой реестр. Это реестр, по сути, опытов души. Это память моей души. Вы можете стать намерение, память о прошлых воплощениях, об этом воплощении. Вам не обязательно даже знать, где эти программы зародились, если вы правильно выстроите намерение, а именно четко укажете программу, которую вы хотите удалить, и причину образования этой программы, то есть соответствующую эмоцию или опыт. Соответственно, вы можете погружаться в медитативное состояние, можете это сделать прямо сейчас и задать намерение. Покажите мне мой реестр, мой компьютер, да, вы можете это представить, прям визуализировать, действительно, как компьютер, как хранилище, как вам это будет максимально комфортно. И прорисовать его с помощью руны Манас. Руна Манас в рунической магии отвечает конкретно за наше левое, правое полушарие и за нашу структуру ума, за наш компьютер своего рода. Соответственно, руна Манас выглядит таким образом. Мы прям на нее настроились, прорисовали. И вот прям в этом погружении задайте намерение, покажите мне папки с программами, которые меня вот беспокоят. Да, вот есть там программы, вы их перечислили, и прям представляете, как вам достают либо физические папки, если вы представляете это как стеллаж с хранилищем. Если вы представляете компьютер, то это какие-то файлы, допустим, на рабочем столе. Вот прям визуализируйте, как их достают буквально из архива вашей души. Почему мы берем именно наш компьютер как отдел, скажем так, аджны чакры? Здесь у нас хранилище, здесь у нас находится кармическое ядро нашей души, именно внутри аджны чакры. На Вишудхе у нас записаны программы, которые из аджны транслируются сюда и проявляются в нашей физической реальности. Соответственно, здесь есть архив еще того, что у нас не включено в этом воплощении, но что было в прошлом и так или иначе может влиять или не влиять на нас. Мы прорисовали этот компьютер, выбрали, что нам не нужно. Можем, кстати, еще задать намерение достать, что нужно. Потому что так или иначе в опыте вашей души было очень многое, и вы проживали различные опыты, у вас есть множество даров, талантов, кем бы только не были, и в опыте души, в вариации реальности, где вы проживали, так или иначе были не только негативные аспекты того или иного опыта, но и максимально ресурсные. И вы можете представить, помимо того, что вам достают негативные опыты и программы, которые вы хотите удалить, еще и попросить достать максимальные ресурсы, потенциал, который у меня был, есть, который я хочу сейчас использовать. Соответственно, мы прорисовали и закрепляем и активируем силу трансформации, опять же, руной Урус, как мы это делали с чисткой Дантяни. И прорисовываем ее прям вот поверх, да. Все, и пошла работа. Мы это все представили. Все руноскрипты, чистка Дантяни, чистка реестров, мы оставляем в работу. Вы можете оставить, например, если сегодня вечером будете делать на ночь, потому что сегодня ночь магическая, сильная, и с утра уже, например, ее сжечь, да, то есть поблагодарить руническую магию, сжечь и полностью отпустить все вместе с этими руноскриптами в небытие. И после этого уже делать наполнение. Наполнение можно делать с помощью энергии Солнца, с утра выйти на Солнце и, соответственно, питаться лучами, представить, как золотой поток вас напитывает. Это можно сделать с помощью, опять же, свечей, только уже либо желтого цвета, золотого, либо белого, которые уже резонируют на цвете более высокой частоты вибраций, которая заполняет нашу структуру с намерением именно заполнить. Да, все, что было выгружено, все места, все пустоты заполнить чистотой, чисто светлой божественной энергией или моей первичной энергией, например. Также сегодня можно производить чистку от эгрегориальных
программ, установок. Вы можете также использовать черные свечи, закладываете себя и, допустим, эгрегор страха, религиозный эгрегор, эгрегор не только родовой, а, например, эгрегор конкретной компании, в которой вы работали, обучались вы у каких-то мастеров, после которых вам плохо, такое часто бывает, то есть можете разрыв сделать, да, с этим эгрегором и так далее. И таким же образом можно здесь трансформировать все эти истории. Все свечи догорают до конца. Добавляем кристаллы, добавляем травы для усиления. Это не значит, что без этого не будет работать, все прекрасно будет. Ведь на самом деле самая ведущая сила, которая эти ритуалы делает реальностью, это ваше намерение. Куда идет ваша мысль, туда идет энергия. Именно поэтому перед тем, как делать ритуалы, мы очищаем наши мысли, чтобы был чистый поток и максимально была чистота нашего намерения, и максимально вся сила была сконцентрирована на нем, а не разбросана по разным мелочам и вот этой вот каше в голове. Вот, то же самое можно делать на чистку денежного канала. То же самое можно делать на партнерство, на эмоции, на тему самооценки, на свое здоровье. Да? То есть все это можно использовать. И также можно делать защиты. Да? Есть специальные техники защитной магии. И сегодня она тоже достаточно неплохо работает, очень актуально она работает. Причем многие ставят защиту, допустим, перед этой ночью, так как ассоциируют ее с тьмой и с нечистью. Хотя на самом деле защиту нужно делать уже на чистую структуру. Потому что когда вы делаете защиту на загрязненную структуру, и потом идете чиститься, с чем у нас сталкивается процесс ритуала с нашей же защитой? Плюс ко всему, если, например, вот мы ничего не делаем, мы вот такие вот все белые пушистые, но почему-то нас все обижают, тюкают, нам какие-то подклады делают, не знаю, проклинают, то что большинство делает? Не разбирается с собой, не чистит поле, пространство, ставит защиту. То есть ставит защиту априори на загрязненную структуру, которую бы просмотреть подробнее. И, соответственно, вся эта негативная энергия, которая и так находится внутри в структуре, она также еще начинает биться об стенки нашей защиты. Она так или иначе хочет выбраться из нас. Но, поставив защиту, мы начинаем запускать процесс того, что вот эта негативная структура, она бьется об эти стены и еще больше, по сути, нас вводит в дисбаланс тем самым. Поэтому очень у многих, когда ставят им защиты, у них образуется, наоборот, такое чувство пустотности, чувство такой нехорошей пустотности, чувство какой-то, вот что я за стеной этой жизни, что вроде как бы все проходит вокруг меня, все движется, живет, а я нахожусь в каком-то куполе. Но это, в принципе, как действие антидепрессантов. Примерно похожая история, только не всегда на психике, но вот на физике это очень сильно ощущается. Особенно высокочувствительные люди сразу чувствуют, особенно вот эти вот всякие щиты защиты на себе, потому что по факту выстраиваются они, как правило, на энергиях страха. Да? На энергиях страха, на энергиях того, что меня кто-то, вот этот мир небезопасен, и меня хотят обидеть. Вот лучше здесь поработать над тем, что мир на самом деле безопасен, что да, есть определенные люди, с которыми меня связывают определенные уроки, задачи и опыты, но это не значит, что мир небезопасен, что для меня здесь нет места, или я какая-то не такая, или нелюбимая. Здесь просто про исцеление определенных контрактов, программ, их личных, внешних там и так далее. И уже после этого вы можете, конечно, поставить защиту, если вы это чувствуете. Когда необходима защита на самом деле? Защита очень часто необходима, когда мы посещаем различные мероприятия, массовые мероприятия, где огромное количество людей, потому что так или иначе мы соприкасаемся полями, не всегда это поле чистое, и не то, что там есть люди, которые ходят специально в такие места скидывать свои негативы туда, свои несчастья, такое присутствует, к сожалению.
Это даже бывает и в храмах, в православных очень часто встречается, что люди приходят на всякие сборища, прям специально негатив покидать. Бывает, что элементарно проводят какие-то массовые практики, ритуалы какие-то массовые, и под предлогом света и добра могут также и внедрять что-то в структуру, то, что будет впоследствии, после завершения ритуала, практики, выкачивать из вас там, денежную энергию или физическое состояние здоровья там, и так далее, или какую-то определенную сферу. Ну, как правило, она на деньги направлена. И, соответственно, не нужно этого бояться, не нужно запираться дома и быть, соответственно, отшельником, который просто ничего не делает. Это все намного проще делается, просто ставится защита, и после этого сразу снимается. Защиту никогда не надо долго носить. Ее нужно делать какую-то физическую, допустим, на каком-то конкретном предмете, амулете для простоты, и сразу же после того, как пришли, снять и убрать до того времени, пока она не понадобится. Потому что защита — это напряг поля. У нас поле, оно дышит, оно соприкасается со всем миром, и это нормально его держать открыто. Для детей, да, действительно, для детей защиты чаще всего и ставятся, потому что дети, они пока что неосознанно участвуют во всяких различных мероприятиях, у них поле слабое, и, соответственно, здесь можно ставить защиту. Самая простая защита, я вам могу ее сейчас показать, это зеркало. Эту защиту можно, соответственно, рисовать на руке, желательно черным цветом, и рисовать обязательно на левой руке. Ребенку, да, вот можно ему нарисовать, когда он, например, куда-то уходит. Она выглядит следующим образом. Первая — это руна Исса, то есть это у нас остановка. Любая энергия, которая пытается проникнуть, она упирается в определенную стену. Далее Кенос или Кана. Это руна огня. Здесь она у нас играет, опять же, роль определенного огненного барьера. Если Исса — это лед, то огонь — это Кенос. Соответственно, у нас здесь первый этап защиты ледяной, второй этап огненный. Далее мы прорисовываем руну Хагалас. Хагалас — это петля в этом руноскрипте. То есть это петля, если нам прилетает какое-то воздействие в поле, оно автоматически попадает в эту петлю, да, вот сюда оно попало, и отражается и уходит туда, откуда оно пришло. Вот и все, да, то есть просто отражение, поэтому этот руноскрипт зеркало и называется. Далее мы опять прорисовываем Кенос и Исса, как бы замыкая вот это пространство. Как только рисуешь на себе этот руноскрипт, ты становишься, ну, буквально невидим, да, то есть действительно называется зеркало, потому что тебя просто, ну, ты не считываем в пространстве, если считываем и в тебя что-то направляется, то это моментально от тебя отстает. Можно делать попроще, можно использовать просто одну руну Хагалас, потому что для детей все-таки у них структура, ну, как бы не такая сильная, да, как у взрослого, поэтому, допустим, им достаточно одной руны, не надо много. Но если, допустим, на ребенке не хотите рисовать, ну, убежит, сотрет, еще что-то, то вы можете, например, делать это просто на листке, либо на фотографии, и, соответственно, оставлять, пока ребенок гуляет. Потом, когда пришел, стереть, убрать и, соответственно, снять с себя. Да, вечером можно это все снимать. Вот, поэтому мы носим защиту только там, где это необходимо. Так, что еще мы обсудим. Я сейчас пройдусь по вопросам, которые вы писали. Ну, в принципе, наверное, это все. У нас уже больше часа. Данный эфир я сохраняю. Я обещала вам и практику, и эту практику я уже записала. До какого возраста ребенка? До 12 лет.
он пока что сам за себя не отвечает, он под нашим полем находится, под полем родителей. Соответственно, до этого возраста вы можете ему эти защиты ставить, и после тоже можете ставить, просто его спрашивать об этом, ну, давайте понимать и знать. Эфир я сохраняю. Также к этому эфиру я даю волшебную группу, в которой будут даны формулировки, точнее заклинания буквально, и определенные ритуалы, которые вы можете использовать сегодня и завтра. И также там будет дана практика на исцеление 7 лучами творения. То есть я оставляю вам этот эфир, сохраняю. Я даю ссылку, кто мне напишет в личные сообщения, на группу с ритуалами, с практикой. Используйте все во благо. Очень была рада со всеми пообщаться. 100 лет в эфир не выходила. Обещаю, что буду делать это чаще. Вот, поэтому всех обнимаю и увидимся на следующем эфире.